Привет всем любителям науки! Мы рады видеть вас в нашей замечательной лаборатории, где мы творим настоящие научные и иногда не научные чудеса. Да, лаборатория «Друзья». Это Максим. Это Герасим. Да, вместе мы попытаемся сегодня раскрыть очень важную тему. Тему цвета. Или света. Или света. Или цвета. Или света, или цвета. Вот эти два понятия связаны неразрывно. Но мы говорим сегодня конкретно о цветах. Как получаются те или иные цвета. У нас в руках белый шарик, как вы успели заметить. Да, но он не белый. Смотри, это фокус. Ахалай, махалай, лясти-масясти. Итак. О, он синий, на самом деле, посмотрите. А вы думали, что он белый, но нет, он синий. Смотри, сейчас получится еще страшнее. Да, Раз, держу. два, три. И... Я даже не знаю, где бы так поймать так эта штука. Может здесь, может В здесь. этом и фокус, Да? вся его... Сейчас как хлопнет все вместе сразу. Ну ладно, что лопнет, то лопнет. Ой, ой, Оу! ой, смотри, там что-то А происходит. Подожди, он на самом деле... А! Как всегда, не все фокусы у нас получаются. На самом деле, смотрите, там был еще и зеленый, И разлетелся где-то красный. красный. В общем, Но еще смотри, и есть черный. черный. мы Давай трогать- его лопанем. Нет, мы трогать его не будем. Не будем. Да. Мы его оставим на потом. Ладно, смотри, вот эту классную булавку втыкаю Валерии в бороду. Мы хотели показать этим опытом, этим фокусом, что цвет на самом деле это матрешка, которая внутри себя содержит множество разных цветов. В общем... Но как они появляются и что нужно сделать для того, чтобы мы это все, увидели, сейчас разберемся. Представим себе солнышко, от которого летит свет на нашу планету. Какого цвета этот свет? Сейчас я поумничаю. Свет — это теория корпускулярно-волнового дуализма. Вот так вот мы и закончили нашу передачу. Ладно. Объясни мне, какого цвета свет от солнца? Белого. Белого. Вот. Все говорят, хорошо жить на белом свете. Но это на самом деле не совсем так. Давай Берем- препарировать тогда свет и возьмем основные Мы источники. возьмем луч света и разрежем его на части. Зеленый цвет, Красный. красный цвет, синий, как ярко, видите? Возьмите свой сотовый телефон и включите белый экран. Да. И капните на него капельку воды. Если увеличить экран с помощью другого телефона, то там очень четко будет видно, что в капельке воды на экране вашего телефона, на белом экране, существует 3 цвета. Это зеленый, синий и красный. Это очень сложная тема, мы сами не знали, как это объяснить, поэтому смотрите, мы цвета фонарики закрываем. И сейчас, если Максим возьмет свою руку, поместит ее на белую занавеску. А ты выше, давай на твою. Вытягивайте руку. Вот только подальше. Вот видно тени, да? Какого цвета тень от моей руки? Черная, и я вижу, что полотно тоже белое остается. Да, полотно остается белым. Но теперь мы открываем какой? Давай, любой. Открываем синий фонарь. И смотри, Обратите внимание, тень от моей руки. черная. Нет, она остается такой синеватой. Но она больше все равно. к черному стремится. Но экран уже белый приобретает синий оттенок, правильно? Да, занавеска стала синего цвета. Если мы повернем на занавеску зеленый фонарь, все видят, что тень осталась черная. Ну, ближе к черному, конечно. Да, а занавеска остается. Ну, уже дает, смотри, зеленый оттенок где-то. Она остается зеленой, как и цвет самого фонаря. Ага. И красный фонарь дает красный цвет самой занавески, но тень остается от руки черная. А теперь попробуем эти 3 цвета смешивать. Смешиваем 3 цвета, поднимаем зеленый, поднимаем красный и синий. И мы с вами уже видим отчетливо. Занавеска стала белая, а тени от моей руки стали цветные. Смотри, там и сиреневый, и желтый, и фиолетовый. Вау! Смотри, какая красота. Но чтобы было ярче, давайте выключим свет. Пау. Ого! Видали? Вот такую вечеринку можно сделать дома всего лишь с 3 фонарями. Посмотрите, все цвета, если они вместе смешиваются в каких-то... То появляется новый, смотри. Но когда мы совпадаем целиком, то появляется черный. Видишь? Да, но тень все равно остается черная, а некоторые тени цветные. Чем дальше, смотри.
красиво. Все-таки можно сделать два вывода. Уже я могу сделать это. Да, почему белый цвет образуется всего 3 цветами? Так ли это на самом деле? На самом деле это так, мне кажется. Это вопрос. Дело в том, что так примитивно устроены твои глаза Мои? и мои глаза. Просто дело в том, что мы люди. И вот такие вот люди, прям как наша, как ее зовут? А это был Валера, но стала Светлана. Да. Ой. Опять сделал Валеру. Опять Валера. Итак, у Валеры есть глаз. И в глазу Валеры, так как он тоже аналог обычного человека, Аналог. у него внутри глаза существует всего лишь 3 вида рецепторов, которые воспринимают цвет. Если в глаз дать чистый белый свет, то 3 вида рецепторов, это рецепторы зеленого, красного и синего, они уже этот цвет разделяют на разные цвета. Если бы Валера был какой-нибудь каракатицей, например, или осьминогом, то строение глаза у него было бы гораздо сложнее, чем На человеческое. самом деле, если быть еще честнее, говорят, бывают люди дальтоники, которые не различают цвета. Кто такие дальтоники? Это люди, у которых отсутствует один вид рецепторов. Ой, ну ладно, это сложно. Давай мы... Это уже следующая тема, какого цвета предметы. Мы потом расскажем в следующих И роликах. видим ли мы друг друга? Да, почему вот эта воронка оранжевая, Почему непонятно. эта рука желтая, это синяя, это красная? Экран телефона показывает всего такая есть палитра, которую мы должны запомнить. Называется она RGB. Да, red, green, blue переводится с английского. Красный, зеленый и синий. Подписывайтесь на канал. Фу, ставьте лайк, пишите какие-то комментарии. В общем, в следующем ролике то, что посвящено цветам, гораздо будет понятнее и интереснее.